Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Среда, 21 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы с вами говорим о сделках исключительно в начале тренда. Итак, посмотрим, что нам преподнес рынок за последние сутки. Во-первых, давайте посмотрим, как вчера закрылась американская торговая сессия. Закрылась она разнонаправленно, но большинство сектора находится в зеленой зоне, и этому есть свои причины. Итак, что нас сегодня ждет по новостям? Во-первых, сегодня в 18:00 продажи на вторичном жилье в Америке. В 18:00 будет также публикация важной статистики, индекс доверия потребителей. Соответственно, это будет давить в определенном смысле на индекс доллара. Индекс доллара будет оказывать влияние на весь остальной рынок. Важная статистика нас ожидает завтра, и об этом нельзя забывать. В 16:30 нас ждет ВВП по США. Конечно, многие участники ожидают этого выхода этой статистической отчетности, а перед вашими глазами у нас индекс доллара США, который пытается восстановить нисходящий тренд. Нет объемов на покупку доллара. Мы видим слабость покупателей, и индекс доллара все ближе и ближе подходит к своей поддержке 103,5 пункта. Безусловно, если индекс доллара провалится, нас может ожидать определенный импульс на рынке крипты. Собственно говоря, снижение индекса доллара поддерживает в настоящий момент американские фьючерсы. Это промышленный индекс Доу Джонса. Показывает рост 0,5%. Такой же процент показывает и фьючерс на индекс S&P 500. Мы видим, как S&P 500 идет в рамках нисходящего канала, и он остановился четко на медиане этого канала. Безусловно, можно ожидать какой-то отскок в рамках уровней даже Фибоначчи. Если мы посмотрим, ближайший уровень 3890 долларов. Соответственно, будем смотреть, наблюдать. Вчера ралли на S&P 500, если мы посмотрим на краткосрочном таймфрейме, вызвало аналогичное ралли и на самом биткоине. Вот этот вот был всплеск активности, потом хороший откат, но в данный момент времени мы видим, что S&P 500 уже пошло выше, в то время как сам биткоин пока набирается сил. Опять-таки этот всплеск был вчера у нас отмечен точно таким же всплеском на графике, но тем не менее цена потом скатилась, были определенные объемы залиты на продажу, но биткоин пока, собственно говоря, стоит в боковом канале. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с доминацией происходит. Доминация биткоина стоит на своей важной поддержке 41,8%. То есть в настоящий момент времени это поддержка, которая является пока сдерживающей преградой для снижения самой доминации. Будем смотреть в моменте, тренд у нас восходящий. Структура восходящего тренда по доминации, безусловно, не сломлена. У нас есть четкая повышательная тенденция, поэтому смотрим, наблюдаем и смотрим в моменте на поведение самого биткоина. Что у нас с доминацией USDT? USDT доминация, опять-таки, вчера получила... Так, вчера был понедельник у нас. Она стояла вчера в боковом канале, потом она получила определенный всплеск наверх. Сейчас мы формируем фактически треугольник. Треугольник — это одна из самых сложных фигур, паттернов, которая может характеризоваться выносом в обе стороны. Ждем окончания формирования этой фигуры. Где-то это может случиться вплоть до первой декады января. А дальше будет какой-то всплеск активности, видимо, на доминации, что будет оказывать свое влияние на сам весь рынок. Итак, что в моменте с самим биткоином? Давайте посмотрим дневной, во-первых, характер дневных свечей, которые мы имеем. Значит, вчерашняя дневная свеча закрылась поглощением предыдущей. Безусловно, это определенная позитивная, скажем так, информация, после которой мы получили небольшую коррекцию. Сейчас в настоящий момент времени биткоин находится в зоне консолидации. Это видно по коротким таймфреймам. То есть фактически мы стоим в полном боковике вот со вчерашнего
вечера после там активного спуска, вернее это часовой, это тот таймфрейм. Вот, мы получили импульс, после которого мы упали в боковое движение. То есть сейчас мы опять-таки формируем некий треугольник со своими границами. Куда нас будет выносить это формирование, мы будем смотреть. Цена опять-таки видно зажимается, но по рамках технического анализа тот тренд, откуда пришел, тот тренд может и продолжиться. Значит, отметка 17 500 долларов может выступать определенным магнитом. Давайте смотреть, с чем она может совпадать. По расширению Фибоначчи, опять-таки уровни 61,8, первый 17300 и 17684 могут выступать зонами магнитов. Надо понимать, что одновременно плюс-минус эти отметки, 17300 является важным блоком продавца, где мы получили в прошлый раз с вами нисходящее динамичное движение вниз. Следующая отметка, о следующей отметке говорить пока рано, но биткоин вполне себе может пройти и протестировать этого продавца, который там сидит. Поэтому лично я ожидаю пока роста. Посмотрим. Это, возможно, это будет через какое-то накопление, через какой-то импульсное движение. Поэтому, собственно говоря, в данный момент времени, безусловно, мы зажаты в боковом диапазоне. Точек входа никаких новых нет. То есть мы попытались выйти вчера на этом импульсе. Я нахожусь сейчас пока в лонге, я не закрывал его. Я жду реализации сетапа. То есть у меня есть четкий торговый план, в котором я понимаю, что все, что будет в рамках, скажем так, неспланированных движений, по крайней мере, у меня есть четкий свой стоп, поэтому я придерживаюсь своей стратегии. Пока я думаю, что интерес пойти больше сходить наверх, собрать ликвидность на этих уровнях и подтвердить, скажем так, желание продавца вести цену ниже. То есть лично я ожидаю вот что-то подобного роста, в дальнейшем возможно снижением. Будем смотреть, как будет формироваться дальнейшее движение цены, чтобы принимать какие-то дальнейшие решения. Рынок находится в боковом движении, поэтому искать сейчас какие-то краткосрочные точки входа, что по биткоину, что по альткоинам, в данный момент времени пока не особо представляется интересным. То есть можно себе фантазировать, конечно, что-то, но будет ли это иметь значение, совершенно непонятно. Я хотел еще показать, что на биткоине мы в целом с вами находимся. Во-первых, это клин, он никуда не делся, он есть. Основная точка, которая может выступать в том числе и для представителей крупного капитала интересная, это сбор ликвидности за этими уровнями, вплоть до отметок 19 тысяч долларов, 19, может быть даже 100. Мы не забываем о том, что у нас есть более интересная зона, это вплоть до 20 тысяч, где собрана достаточно большая будет ликвидность. Поэтому в данный момент времени нам надо сделать хотя бы минимальное движение вверх для того, чтобы пощупать, есть ли в этой зоне продавец. Более того, если мы с вами порисуем дополнительно, нарисуем нисходящий параллельный канал, то мы опять-таки с вами видим, как мы идем в рамках этих всех границ, то есть касание здесь, четко проторгована медиана этого канала. Два раза касались низа. По логике вещей, опять-таки интересная зона для похода цены сейчас может быть, опять-таки, медиана этого канала. Это вплоть до 19 тысяч долларов. То есть очень много что сходится к тем отметкам. Поэтому лично я сейчас ожидаю, мои ожидания это краткосрочный рост. Сбудется или не сбудется, это мы увидим уже, что называется, на истории. Но если перейти к текущему даже графику, то мы можем нарисовать два канала. Тоже подтвержденные точки. Проторговано хорошо медиана этого параллельного канала. И получив его расширение в нижнюю точку, мы опять-таки видим
четкое подтверждение. То есть мы пришли, протестировали зону покупателя, отмеченную на уровне 16 300 долларов. Безусловно, мы можем прийти еще раз ее протестировать, но будем смотреть, как будет развиваться в моменте эта ситуация. Но ближайшим магнитом является опять-таки медиана этого канала. Находится на отметке 17 100, 17 200 долларов. Поэтому, ну, я ожидаю рост. Если он не сбудется, ну ничего страшного. Риск на сделку у меня небольшой. Соответственно, как бы я контролирую полностью то, что происходит. Рассматривать сейчас другие монеты не вижу никакого смысла. Все остальное и по эфиру, и по другим альткоинам будем рассматривать в рамках телеграм-канала, в рамках дневных публикаций. Все, ребят, всем желаю хорошего дня, всем профита, всем удачи, всем пока.